Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Привет мои подписчики, привет гости моего канала. Ребята, в этом ролике я хочу с вами поделиться одной замечательной идеей. Так скажем, лайфхак для вашего автомобиля и не только. Если вы не хотите, чтобы гайки, болты на автомобиле превращались в такое состояние, шайбы, посмотрите, это я скрутил со своего автомобиля, это был фаркоп. Смотрите, как заржавел. Но устанавливал не я, до меня владелец. И посмотрите, какое состояние, ржавое. То есть вода свое дело делает, и резьба подвергается коррозии. Итак, чтобы такого не было на вашем автомобиле, нужно кое-что сделать. А именно, резьбовые соединения надо обработать. Вот как сделал я. Посмотрите, вот здесь у меня болт с резьбой, но он спрятан. Это у меня подарочное пространство заднего колеса. И здесь тоже болт выступает, но постоянно из-под колеса летит грязь, вода, реагенты зимой. И резьба, которая торчит здесь наружу, она также подвергается коррозии. И вот чтобы этого не было, я вот кое-чем залепил. И сейчас покажу, чем именно. А именно вот такой вещью, вот в такой упаковочке. А без упаковки выглядит вот так. Вот такой брикетик. И достаточно эластичный. Если его нагреть, он еще будет мягче. И называется он автопластилин. Ну а если долго его помять в руках, он становится совсем мягким. И как раз готов уже к использованию. Посмотрите. Как обычный пластилин, только это для авто. Он с преобразователем ржавчины. Принцип работы с ним. Что-то где-то вы накрутили, соединили гайку с болтом, у вас торчит резьба, которую надо, скажем так, закрыть. То есть это какая-то деталь, а эта резьба у вас торчит. И под воздействием соли, реагентов, воды, песка, все это будет у вас здесь ржаветь. Что мы делаем? Берем этот пластилин, делаем его мягче, разминаем. То есть и берем, отламываем сколько надо, и на эту поверхность наносим этот пластилин, на резьбу имеется в виду. Лишнее можно убрать в сторону. Залепили как нам надо. И все, голова у нас выходная. Через какое-то время он затвердеет, ну, под воздействием температуры. То есть руками я нагрел его как минимум до 36, а трение может до всех 40, то он достаточно тепленький такой стал. И все. Он немножко затвердеет и будет твердым. Никуда не денется, никак не слезет. И при том у вас еще гайка, скажем так, не будет откручиваться. Ну, в моем варианте. А если снять, то снимается он тоже легко. Посмотрите, как раз следов не остается. То есть снимается без остатка. Давайте как раз вот на примере этого болта я вам покажу, что произошло или наоборот не произошло. Дело в том, что в этот пластилин, автопластилин, я наносил 3 года назад, когда перебирал машину, все делал и залепил. Итак, смотрим. Он уже, видите, даже немножко стал таким, как бы, хрупким, но тем не менее он держится, никуда не слезает. Вот какой он становится хрупким. Но со своей задачей он справляется. А вот внутри, который пластилин, он еще даже, скажем так, со своими свойствами. То есть он достаточно мягенький. Вот.
И посмотрите, резьба не ржавая, гайка, которая приварена к корпусу, тоже не ржавая. Соответственно, что? Соответственно, то, что идея рабочая, автопластилин приносит пользу, и я в дальнейшем также им буду пользоваться. Вот действительно, посмотрите, никакой ржавчины, болт весь беленький, как новый. Как я его ставил туда, таким он и остался. Болт я залепил свежей порцией автопластилина, чтобы у меня также продолжал работать, и болт был как новый, вернее резьба на болту. И вот автопластилином я залеплял у себя все, что возможно. Вот посмотрите, гайку амортизатора вверху, рычаги, а там тоже залеплял, но от температуры двигателя, от высокой, он расплавился. Ну, это естественно. Дальше залепил я автопластилином и места соединения тормозных трубок, потому что они бывают такое, так закисают, что потом не открутишь. И стойку стабилизатора я тоже, гайку, резьбу я залепил пластилином. Пришло время мне менять, потому что, посмотрите, как резинка у меня раздавила в точку от того, что я катался на 22-х колесах. И теперь буду все это менять. То есть буду выбирать вот эту, скажем так, защиту. Пластилин хорошо сидит. Ну, я вам сейчас покажу, в каком она состоянии. Резьба, что она, скажем так, идеальная. Вот сейчас буду отковыривать ее. Давайте вместе и посмотрим. Опа! Посмотрите, гаечка как была светленькая, так и осталась. Вот посмотрите, какая резьба, как новая. И гайка такая же, все вообще не изъеденная, никакого намека на коррозию. И вот нижняя то же самое. Ну, соответственно, вы понимаете, что открутится и гайка, и этот болт очень даже легко. После того, как я втулки поменяю, я также пластилином все и залеплю. Отработанный пластилин. И посмотрите, отпечаток гайки есть, резьбы. Просто залепил резьбу. И вот еще кусочек тоже, посмотрите. Резьба прям, можно хоть отливать новую. Итак, друзья, 3 года эксплуатации автомобиля. Посмотрите, все грязное. То есть это действительно так. А резьба, она как новая. Ну и теперь пришло время рассказать, что это за автопластилин, что из себя представляет и какие у него свойства. Итак, решающий момент, барабанная дробь, и вот он, автопластилин под торговой маркой Эффект с преобразователем ржавчины. Так, вот такая упаковочка, обычная картонная, масса 300 грамм, изготовитель ЗАО Петрохим. Как я вам показывал раньше, брикетик вот в такой упаковочке. Дальше на упаковке самой картонной коробочки написано: не токсичен, термо- и морозостойкий, хорошая адгезия к любым поверхностям, срок годности не ограничен. Это важно, потому что вы можете купить сегодня и через 10 лет им воспользоваться. Сбоку написан способ применения. Это очистить поверхность от рыхлой грязи и ржавчины, обезжирить обрабатываемую поверхность,
Дальше взять необходимое количество автопластилина и размять в руках. Это то, что мы с вами делали, я вам показывал. И в дальнейшем нанести автопластилин слоем от 1 до 3 мм, а в местах сопряжения деталей 5 мм. Так, и самое главное, это применяемость, где применяется. Является автопластилин этот надежной защитой внутренней от бортовки, крыльев и днища автомобиля. Это очень важно, самое такое, где идет сплошная коррозия. Обеспечение долговечности и простоты демонтажа резьбовых соединений. Это то, что я вам показывал, где я, скажем так, сейчас запросто смогу открутить свои детали. Дальше. Надежная герметизация уплотнителей стекол в местах течи. Ну, тоже немаловажно. Защита от коррозии и обеспечение герметичности сварных швов кузова. Также есть же такие моменты, где-то пошли рыжики, замазали и понеслась. Можно дальше эксплуатировать автомобиль. Отличная шумоизоляция салона. Ну, да, наверное, если каким-то слоем нанести, я думаю, может и помочь. И последняя, защита от коррозии полов при нанесении в расплавленном виде. Представляете, да? То есть это мы расплавили, потом, скажем так, специальным пистолетом или, может, кисточкой нанесли на полы. Ну, а почему нет? И тогда они ржаветь не будут. Итак, вот он, автопластилин, торговая марка Эффект. Цена вопроса, скажу так, 150 рублей. Я, если честно, даже купил его подешевле. Ну, средняя цена 150 рублей за 300 грамм. Ну, а эти 300 грамм, вы представляете, насколько можно использовать на очень большое количество болтов, гаек и мест, подверженных коррозии. Я себе купил аж 5 упаковок автопластилина. Понятно? Потому что вещь хорошая и, сами знаете, сами читали только что срок годности не ограничен. Итак, ребята, вы посмотрели только что ролик, там где я вам рассказал про автопластилин компании Петрохим под торговой маркой Эффект, который защищает, скажем так, я наношу, а его везде использую, где мне надо защитить от коррозии. Болты, гайки, резьбу, даже сварные швы, это очень важно, потому что 3 года езжу, а резьба, вы видели, она как новая. То есть вот цена вопроса 150 рублей и меня вполне устраивает. Ребят, это был с вами Иван, канал Юрганов Лайф. Друзья, если вам ролик этот понравился, идея понравилась, если все было замечательно, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Может, как-то вы по-другому это делаете, может, у вас есть собственный рецепт, обязательно напишите. Кто-то, я думаю, читает комментарии, вернее, читают все обязательно, а кто-то, возможно, воспользуется вашим рецептом. Поэтому не стесняйтесь, под этим роликом пишите обязательно. Ну, а я, Иван, с вами прощаюсь, до новых встреч, говорю пока. Канал Юрганов Лайф, лайк, подписка и комментарий. Пока!